Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 ноября. Давайте узнаем, что ждет в эту декаду, что или кто неожиданно появится, или с чем или с кем будут связаны эти неожиданные события. Я бы сказала, такое дежавю в стиле неожиданностей, потому что период с 10 ноября будет связан с пересмотром или продолжением чего-то уже нам знакомого, поскольку планета Уран с 9 числа перешла, вернулась в знак зодиака Телец. И, может быть, некоторые вопросы или даже темы, которые тянулись с 18 года, у кого чего касается. Но в целом период, когда нам прошлое на себе напоминает, чтобы мы правильную какую-то стратегию выстроили. И в зависимости от того, что мы услышим, увидим в этот период, информация, может быть, даже в средствах массовой информации общая, или получение какой-то корреспонденции, звонки, контакты, мы неизбежно что-то будем корректировать. Именно в связи с тем, что когда-то с нами было, или то, что мы когда-то инициировали. Уран способствует для каждого из нас тем вопросам, которые в первую очередь касаются благополучия, дома, семьи, ну, может быть, где-то и заработков, потому что деньги, финансы– один из способов взаимодействия с миром, как инструмент. Вот давайте с вами и узнаем, с чем или с кем будут связаны события, что неожиданно, и самое главное, к чему это все идет. И в первую очередь мы с вами достанем три знака судьбы. У нас колода 78 дверей, открытые двери или закрытые. Каковы ключи? Куда-то мы и сами не пойдем. Три карты, как три знака судьбы, пусть они нам дадут ориентир, что случится, что произойдет, с чем будут связаны события. Вот правда какая-то может быть история из прошлого, этому свидетельствует тройка мечей. И любая тройка, начну с этого, это карта будущего. Вы спросите, это что, меня в будущем начинает вот какой-то сложный этап? Нет, эта карта вас немножко возвращает в прошлое, потому что был когда-то разрушительный период, сложность. Может быть, это было связано с предательством, потому что часто это как, знаете, очень болезненная ситуация. Или когда у вас что-то не получилось, когда вы вынуждены, возможно, ну, действовать были, или наоборот, может быть, даже бездействовать. Было какое-то внутреннее состояние страха. Но больше я тут вижу, что вам довелось заниматься теми вопросами, которые вы когда-то не планировали, словно в один момент все перевернулось с ног на голову. И вот теперь вот именно какую-то древнюю, старую, может быть, историю, хорошо знакомую, у кого-то это будет касаться, может быть, и взаимоотношений, потому что все же кубки. Но кубки– это больше наше ощущение, ощущение именно страха. Девушке как будто нужно прыгать, а она боится, она никогда так не поступала. Она ждет, зовет на помощь, но карта показывает, никто не придет, потому что в округе даже близко никого нет. Вот нужно на что-то решиться. Может быть, мои дорогие львы, какой-то заключительный аккорд по прежней ситуации, ведь на сегодняшний день вы ее видите уже иначе. На сегодняшний день это карта здорового равнодушия. Нет закрытых дверей. Уже как пришло время, пора встать и выйти вот из этой комнаты или из каких-то разочарований. Не оставаться в прежнем шаблоне. Как раз Уран и ломает все шаблоны. И надо сказать, у нас в этот период еще и Плутон в прямом движении. Да, в ретро-движении у нас тут другие планеты оказываются. Серьезно, я уже не останавливаюсь. Вы можете это прочитать на моем сайте. Но вот именно пересмотр какого-то прошлого состояния для вас сейчас вот как будто неизбежен. Может быть, это где-то на уровне внутренних ощущений, мои дорогие. Может быть, мои дорогие львы, вам хочется самим уже словно оттолкнуться от той истории, которая осталась у вас как на подсознании и держит и не отпускает. Три знака судьбы. Ну, у каждого тут что-то будет свое. Первый знак судьбы. Что случится, что произойдет. Потоковой информации вопросы мы не задаем. С чем будут связаны эти события, какие ваши возможности, может быть, как сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. И следующая карта, так что же неожиданно будет для вас?
что появится неожиданно. Может быть и кто, с кем или с чем будут связаны вот эти неожиданности. И к чему все идет? Это те события, которые продолжат развиваться, которые скоро придут на ваш порог. И в целом, если это что идет, скажем, да, что идет на ваш порог, а в конечном-то итоге что придет, чем это дело, или пусть оно даже не закончится, но какому контексту или какому завершению это, ну, как бы предрасполагает, может быть, развитие, или какой мы итог от этого получим, как повлияет это на вас и на вашу жизнь, может быть, что будет меняться. И по основным сферам жизни. Чего ждать? Сфера любви, сфера взаимоотношений в целом и личной жизни, сфера финансов и сфера ваших достижений. Здесь у каждого по-своему, у кого-то банально документы или какие-то дела, которые вы все равно что-то делаете, даже если дома находитесь, которые вы перед собой ставите. Важные встречи, важные договоренности, согласования, ну, работа, бизнес, у кого что. Итак, первый знак судьбы. Наверное, все то, что мы только что сказали, когда перевернулись эти две карты. Пятерка пентаклей всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания – раз, и недостаток финансов – два. Вот как будто эти две сферы, и они взаимосвязаны. Сумеешь, лев, договориться, будет больше денег. Может быть, это те случаи, когда вы долгое время что-то ожидали. Вот здесь вот все равно нужно самому как будто встать. Мы ждем ту дверь, которую, да, ее, возможно, когда-то откроют. Но совсем не обязательно, что мы получим тот уровень надежды, на который мы рассчитываем. Именно вот в этой карте и в этой колоде должна быть устранена какая-то причина застоя, мои дорогие. И она, скорее всего, связана с тем, как вы сумеете договариваться. Может быть, даже с теми людьми, которых видеть не хочется. Такое бывает по пятерке пентаклей. Вот вам нужно, понимаете, какую-то ситуацию, как пересмотреть, увидеть в этом свой интерес. И это не тот интерес, который мы доказываем, но, может быть, оттолкнуться от того, что вот я хочу, как выровнять какую-то ситуацию. Тут не совсем, ведь, понимаете, через доказательства. Тут нужно что-то нейтрализовать. Мы не можем исключить ни первое, ни второе. Если мы говорим недостаток взаимопонимания, мы не можем исключить некоторых людей из нашей жизни. Коллеги, соседи, родственники, кто угодно. Может быть, мы и не согласны. Но каким-то образом это оказывает влияние еще и на вашу финансовую составляющую. По девятке жезлов мы учимся себя сохранять. Искусство мелких шагов. Человек несет двери. Как будто дом есть, дверей нет, да? Вот нужно их поставить, чтобы контролировать ситуацию. Кому-то мы эти двери откроем, а перед кем-то мы их все-таки закроем. Вопросы благополучия. У вас сейчас сильная позиция. Есть те вопросы, когда вы сделали все, что могли. Но, может быть, сделать-то вы уже все, что могли, сделали, а вот какая-то конфронтация осталась. Я бы сказала, тут через взаимоотношения у вас идет какая-то ситуация или возврат, или, может быть, она даже не возвращается, а вам нужно самим именно что-то нейтрализовать. Это будет потому что оказывать влияние на вашу финансовую составляющую. Если мы будем настаивать, то мы ничего не добьемся. По рыцарю мечей, знаете, тут есть какая-то правда. Может быть, это и вам кому-то, мои дорогие львы, нужно увидеть какую-то проблему, задачу с другой стороны. Или, знаете, вот так с холодной головой, непредвзято к чему-то отнестись. Вот точно, одна карта продолжает другую. Потому что если ты будешь, ну, где-то думать, что вот именно ты прав, да, вот как этот могучий кентавр вломится в эти врата, да, сейчас разбежится и проломит. А карта нам говорит, то, что ты увидишь, совсем не обязательно тебе понравится. Понимаете, есть какая-то составляющая, которую вы не видите. По той старой проблеме, которая, может быть, граничит с ожиданиями, с какими-то неприятным, может быть, контактом, вот конкретно так. Но каким-то образом это влияет и на вашу финансовую составляющую. Хорошо, если вот львы сумеют вот этот сложный такой вопрос преодолеть, тогда что ждет? Ну вот сразу карта нам достала. Выпала, точнее, я ее достала, девятка кубков. С одной стороны, это карта эгоиста.
Поэтому эгоизм, ну, мы должны о себе заботиться. Вот в этой позиции это, почему нет? Это и наши достижения. Вот, кстати, у кого-то достижения страдают, потому что есть какая-то персона, с которой вам нужно, ну, если не договориться, мои дорогие львы, но как-то ее обойти. Вот есть как какая-то заноза, которую вам нужно, ну, если не удалить, может быть, это заноза, как, знаете, препятствие такое невидимое, но вам нужно это преодолеть. Потому что, правда, финансового успеха– это тоже карта, когда вы командуете парадом. Но, может быть, командовать парадом тут тоже нужно пересмотреть методы. Вот у кого-то так, понимаете? Потому что мы можем и получить деньги, мы можем остаться довольны, мы можем выстроить вообще какую-то траекторию достижений по этой карте. Это когда человек всем доволен. Когда у него все схвачено, будем говорить, да, ну и по финансам-то тут тоже есть прогресс. Более того, я бы еще сказала, девятка выпадает. Девятка– это всегда, знаете, такая промежуточная карта между прошлым и будущим, вибрирующая. Тут может быть на горизонте какая-то победа, которую нужно удерживать. И удерживать, опять же, не с позиции, когда вот словно есть два мнения, мое и неправильное. Быть гибче. Вот все карты об этом, потому что ты тогда, лев, получаешь совершенно другой эквивалент. Когда ты эту вот проблему решишь или как-то пересмотришь, может быть, это где-то проблема внутри вас самих, что скоро будет что-то меняться, если девятка. Это всегда преддверие перемен. И вот решая вот такой, может быть, неоднозначный вопрос, вы потом себе в будущем скажете спасибо. Для вас это будет своеобразный старт. Второй знак судьбы. Но всегда по этой карте мы складываем, кстати, оружие. По этой карте иногда проходит отдых. Но не в этой колоде. Здесь, знаете, люди, может быть, как знак судьбы, надевают маски где-то. Вам не обо всем говорят, не обо всем транслируют. Может быть, это какие-то прежние договоренности. Может быть, это где-то граничит с учетом вот первого знака судьбы. Это граничит в отношении, как складывается восприятие вас, к примеру, в какой-то общности, в коллективе или в конкретных отношениях. И вот тот человек, от которого, возможно, зависит и ваша финансовая ситуация, он вам ничего рассказывать не будет, объяснять не будет. Он просто будет за вами наблюдать. Может быть, и есть какой-то персонаж, который и так за вами наблюдает, и тогда нужно себе не навредить. Мои дорогие, тут нужно быть хитрее, это определенно. Может быть, вам самим нужно собрать о ком-то информацию, рассмотреть, опять же, с другой какой-то позиции тот или иной вопрос. Именно это вам помогает как вашему продвижению, ну, может быть, и заработку. Вообще мы по этой карте избавляемся от мусора, ментального мусора. И я должна сказать, ноябрь– время как расчистки, завалов каких-то, может быть, буквально дома. И у кого-то генеральная уборка, у кого-то, может быть, косметический ремонт. Вот даже банально так эта карта может говорить, потому что нам что-то явно надоело. Мы от чего-то устали. Мы не хотим быть втянутыми в какой-то конфликт или туда, ну, где нас там ничего перспективного не ждет. А вот у вас должно быть вот именно так. Вот вам какая-то задача стоит, правда, она граничит с деньгами и одновременно с новыми возможностями, как начало-начал. Но начинается вот с того триплета, который я достала. Но у вас конечный итог, мои дорогие, как знак судьбы. Может быть, в эти 10 дней, если закопать топор войны или принять какое-то Соломоново решение, словно все ключи в ваших руках. Двери заперты, но это вы контролируете. Что кому откроете, кого куда впустите. Понимаете, через дипломатию к вам приходят какие-то ресурсы. Причем эти ресурсы вполне осязаемы, потому что у вас, по сути, денежные карты. Значит, есть какой-то вопрос, который вы можете элегантно, мои дорогие львы, решить и остаться более чем довольными. Вот эти две карты, как итоговые, шикарные. Но нам объяснили, к чему все идет. Ну, где-то вам помогает молчание. Это у нас верховная жрица– это та, которая все знает, та, которая предвидит на пару шагов вперед. Безусловно, может быть и период такой сложный. Я говорила, нам никто ничего не рассказывает, да? Наблюдать за нами могут. Ну, так и вы где-то будьте в тех же позициях, потому что по верховной жрице
Молчание буквально золото, потому как мы тогда не включимся в какую-то конфронтацию. Нам проще тогда выйти из какого-то спорного момента, вопроса, темы, словно отступить так вот полшага назад. Ну и как раствориться, надеть эту шапку-невидимку или назовите это маски. Вот здесь что-то неоднозначное, мои дорогие. И о вас, кстати, ну, храни тайну, буквально эта карта говорит. Может быть, у вас какая-то тайна и откроется. Или какую-то тему вы вот так вот мудро, ведь это карта мудрости. Вы сумеете увидеть с другой стороны. А раньше вы ее видели как-то иначе. Может быть, и какой-то человек перед вами откроется с другой стороны. Тут, знаете, надо заканчивать какое-то ожидание, как будто всплывать пора. Вот понимаете, вы в такой можете находиться, пусть не все, но кто-то из вас. Особенно по этой карте. Посмотрите. Человек у нас показывает фокусы. И в этой карте как будто вы показываете фокусы, да, за вами кто-то наблюдает. Вот явно наблюдение есть. Может быть, это такой момент наблюдения, когда человек с вами не согласен, причем категорически в некоторых вопросах, и может быть этот вопрос очень мелкий, опять же, какая-то заноза. И нам говорят, у тебя уже пора всплывать, потому что может не хватить воздуха, ты уже перестаешь контролировать ситуацию, ты уже теряешь время. И если мы наивно думаем, что нам кто-то придет на помощь, вот ни один из этих зрителей не собирается бежать на помощь, они смотрят фокус. Они все, что может с вами происходить, будут воспринимать, что, ну, это так задумано по сценарию, потому что фокус. И вот лицо человека, я надеюсь, это видно, оно, знаете, настолько, я бы сказала, не просто жестко, жестоко. Этот человек точно с такой гримасой на лице, он никогда не откликнется на какую-то патовую ситуацию. У него явно нарушено понимание цена и ценности. У вас два старших аркана. Тут надо какой-то хитрый способ выйти из тупика найти. Есть явно тупик, который вам мешает. Вот надо положить конец какой-то, может быть, конфронтации или вот все то, что я говорила, недопониманию. Каким-то образом это влияет и на ваше благополучие, на финансовую составляющую. У вас трансформация, мои дорогие. Вот, наверное, все то, что мы с вами проговорили по предыдущим картам, подытоживает как раз третий знак судьбы. Он состоит из старших арканов. Какая-то может быть и жертвенность, мои дорогие. Она тоже вами должна быть пересмотрена. Потому что по аркану повешенной мы когда-то на что-то согласились. Может быть, мы к этому привыкли. Или история из прошлого. Все же мы говорим, да, Уран возвращается в Телец. И пусть вы не принадлежите к знакам зодиака, стихии Земли или воды, на кого больше влияет именно этот планетарный транзит. Но все равно в какой-то сфере жизни, может быть, это через взаимодействие с людьми, которые как раз родились под знаком зодиака, стихии Земли или воды, к вам придет какое-то благополучие. Или, может быть, не настаивать, а пересмотреть какие-то отношения, а может быть, это и по работе. Тут настало время, как проститься с каким-то мешающим компонентом, который уже пытается от вас оттолкнуться. И сам именно. Потому что трансформационные вот эти энергии по 13-му аркану как будто говорят, вот оставь. Вот явно тебе что-то мешает. Причем мешает так, что может помешать, может быть, и еще более существенно. Настало время самого себя, ну, направить больше на позитивные энергии и на какой-то прогресс, устранить помехи, что неожиданно. Вот смотрите, еще один старший аркан. Сбываются наши мечты. И вот, наверное, все то, что я сказала, у вас есть возможность получить желаемое. И тут желаемое у каждого свое. По этой карте иногда это бывает, как, знаете, и переезд куда-то далеко. А вообще это одна из карт. Всего в колоде две карты выбора правильного направления. И Солнце – это месяцев 6-8. А звезда – это долгий период. Это лет 10-20. Поэтому здесь вот именно прогрессия, то, что я только что сказала, у вас неожиданно на пороге. Но, может быть, это у кого-то предложение, а у кого-то нет этого предложения, но словно в воздухе сейчас, знаете, незримо. Ну, такие энергии присутствуют, когда вы можете эту даже из минуса какую-то ситуацию
себе переиграть, мои дорогие львы, в плюс. И вы более чем останетесь довольными, и начинают сбываться наши мечты. Но если мы так поконкретнее, у кого-то это может быть переезд очень далеко, или может быть связано даже с вашими достижениями, с вашей популярностью. Сияете как звезда. Вот неожиданности. Это и рост вашей популярности. Конечно, эфир, пространство, интернет тоже проходит по этой карте. Для кого-то это новая работа, новая должность. Или новый вид деятельности, дополнительный источник дохода. Или когда ваши планы вообще в принципе корректируются неожиданно, мои дорогие, и это имеет значение не совсем на эти 10 дней, а куда-то уходят в будущее. И правда, вот эти 10 дней могут служить поворотным моментом, каким-то нашим желанием. Желанием, причем, может быть, это даже какая-то мечта, как проект, который вы прежде об этом думали, но потом, как в дальний угол стола заложили и думали, нет, это не сбудется никогда. Так вот здесь появляются какие-то возможности. Ладно, давайте узнаем, так к чему все идет. Но опять же, карта о том же. Ты можешь не увидеть, если мы под застрянием в прошлом. Вот. Задача как будто как минимум полповорота головы и рассмотреть какую-то альтернативную ситуацию. Понимаете? Может быть, и быть честным самим собой. Есть то, что вам явно мешает. Вот если мы будем смотреть или отталкиваться от прежних методов, от нашего прежнего мировоззрения, может быть, даже так, потому что по четверке кубков ничего не происходит. И вот этот паж, как служка, да, который приносит кубок новый, он не может, вот у него даже лицо удивленное, почему человек вообще в его сторону не смотрит. Вот как будто к чему все идет. События, которые приходят на порог. Тут возможность вам идет, мои дорогие львы. А мы как будто смотрим либо в прошлое, либо, если говорим методы, хотим действовать только так, как это, ну, в нашем понимании, или как мы это себе представляем. Здесь что-то альтернативное вам нужно увидеть. Хорошо, так и к чему это все придет? Что ждет? Что будет меняться? Ну вот. Хотим мы того или нет, но как будто вы можете упустить возможность. Карты старших арканов нам не скажут о конкретной сфере жизни. Нет. У кого-то может быть и личная жизнь, но я тут больше вижу все же дела, работа, бизнес, согласование, документы. И в конечном итоге все-таки финансовая составляющая, она присутствует. Вот у вас как новый жизненный этап. Но что вы из прошлого возьмете в будущее? Может быть, каких людей, с какими людьми придется контактировать, и тогда свести к нулю, ну, то, что, как прежде, может быть, невозможно было договориться. Опять же, старший аркан. Мы не должны упустить эту возможность, мы не должны сглупить. Ведь тоже, что будет меняться. А будет меняться очень многое. И даже если вы, где-то карта вам говорит, если вы сейчас, вот явно какая-то работа над ошибками, она есть. Все карты об этом. Так вот, если мы на это не решимся, перемены мы не остановим, они будут. Но мы словно можем упустить эту возможность и отдать свою судьбу на волю случая. Будьте внимательны, мои дорогие. У кого чего касается. Давайте я на всякий случай достану карту, но даже дополнительная карта может не дать этой информации. Ну, может быть, вот у кого-то человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Может быть, это новый какой-то человек в вашей жизни. Вполне вероятно. И вам нужно выстроить с ним, ну, траекторию взаимоотношений. А я бы сказала, это где-то вам самим. Это вот как раз Уран в Тельце, можно сказать и так. Ведь королева Пентакли – это та, которая надеется сама на себя. Она настроена много работать, но и успех финансовый к ней приходит. Она готова какие-то углы сгладить, потому что, ну, наверное, основа основ себе не навредить. И в целом, если мы говорим благополучие, вот у вас какой-то новый жизненный этап сейчас по вашему благополучию и вопросы семьи. У кого-то, может быть, это в семье пополнение, да, или какая-то, ну, происходит трансформация в семье. Вам нужно это учитывать. Может быть, что-то не нравится, с чем-то вы не согласны. Но есть то, что мы не изменим, это уже к нам приходит. Поэтому, ну, с позиции мудрости вот вам нужно к чему-то отнестись. И для вас тогда будет больше бонусов и больше стабильности. В целом, это ведь карта стабильности, когда мы из хаоса создаем порядок. Ладно, вот давайте спросим.
В сфере личной жизни что ждет? Неожиданности, мои дорогие. Вот конкретно рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям, лев. Может быть, придется какие-то поездки совершить. Может быть, придут и, знаете, как люди, которые вам принесут новости, информацию, сообщения, или вы получите какую-то бумагу, документ. Ну, в нашу цифровую эпоху это может быть и в мессенджерах кто-то напишет. И, видимо, пусть это то, что вы не инициируете, это то, что вы, как к вам приходит на порог. Но мы должны с этим провзаимодействовать. Каким-то образом может начаться какой-то трансформационный момент с известия, с важного звонка, с какого-то разговора. И тут все зависит от того, как вы это воспримете. Вот здесь нельзя что-то отложить на потом. Карта скорости говорит: будь готов. Или буквально налегке подпоясаться, куда-то поехать, или переключиться на решение какой-то темы. Посмотрите, личная жизнь. Где-то вот правда, дела, может быть, это и касается даже финансов, да, но здесь и вопросы явно дома вашей семьи, они тоже присутствуют. Хотя жезлы– это дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Может быть, это у кого-то работа на дому. Но, значит, есть какая-то информация, которая касается либо взаимоотношений, либо это то, что вы себе, лично вы, ваша личность, это то, что вы планируете, и поэтому каким-то поворотом таким судьбоносным, переменам, это как, знаете, прелюдия перемен, это неожиданность именно сама по себе карта и скорости, поэтому тут просто у каждого по-своему будет. Давайте посмотрим, а что же в финансах, что ждет? Есть какая-то зависимая ситуация по финансам. Может быть, поэтому нам вот все долго рассказывали какую-то запутанную историю. Может быть, это вы видите в каком-то одном формате вашу финансовую траекторию. Тут явно нужно выйти из подвешенного состояния или из какой-то зависимости, потому что это дальше тоже будет как-то меняться. Может быть, вы не видите тут банально. Допустим, на вашей работе, по месту вашей службы, уже где-то там в более высоких кругах задумали перемены. Или какая-то реструктуризация предприятия. Я как пример привожу. Так, знаете, произвольно. Так вот, вам еще об этом не доложат. Вы об этом узнаете позже. Но за вами могут наблюдать. Может быть, где-то продумывая, что вам можно предложить. Или как ваши знания, как вашу экспертность, ну, как бы использовать, будем говорить. Или, ну, это работа все же, да. И вы можете себе навредить, потому что как-то вы тут не очень гибки можете быть. Можете быть и гибки. Вот поэтому нам и карта звезда. Подожди, Лев, тут тебе что-то ты пока не видишь. Именно ты пока чего-то не видишь. Или у тебя сейчас одно восприятие, а в реальности тут есть в кулуарах что-то такое, что вы прочувствовать. Вот и карта Верховная Жрица говорит, что да, может быть, логикой это не просчитаешь. Пока ты не выстроишь еще в последовательность событий, не получится. А вот интуиция, мои дорогие, подсознание, ваша душа уже вам может давать правильные подсказки. И в конечном-то итоге мы можем заработать деньги. Я вам должна сказать, и если предстоит работать много, то 15-й аркан будет говорить, ведь это карта материализма и физической активности, силы. То вот как будто у нас и сил хватит, и в принципе иногда эта карта говорит, если наши предыдущие деньги, то, что вы заработали, словно где-то загуляли, задержались по разным причинам, и вот как гонорар, он у вами уже заработан, но по какой-то причине не получен. По 15-му аркану вы его получаете. Но это не лотерея, мои дорогие, ни разу. Я бы сказала, за период Плутона в Водолее легкие деньги опасны. Помните это. И поэтому тут можно, знаете, поставить все на кон и проиграть. Вот для кого-то и такая подсказка тоже. Будьте внимательны. Но сил у вас хватит. Десятка жезлов нам говорит, что у тебя сейчас может быть какой-то заключительный аккорд по той ситуации, которая в прошлом, и тебе это нужно красиво переложить в будущее. Сил у тебя хватит. Может быть, знаете, у вас тут такая конфигурация может сложиться по достижениям, когда нужно, знаете, ну как в спорте, если мы говорим второе дыхание, да, или прибавь в конце.
Вот что-то подобное у вас происходит сейчас. С другой стороны, есть что-то более важное, нежели предыдущая рутина. Потому что карта точно так же говорит: делегируй те обязанности, в которых, может быть, ты участвуешь, или вот эту мелкую рутину, куда ты тратишь время, а что-то более существенное ты не видишь. Тебе вот именно эти силы, свои собственные. И силы – это ресурсы. У кого-то знания, у кого-то ваша энергия, у кого-то время. Вот нужно переложить как-то очень четко, грамотно направить именно на одну какую-то цель. И тогда, может быть, вот как вот по этой карте, и ключи в ваших руках, и вы уже контролируете эту ситуацию, какую дверь открыть, закрыть. И в конечном итоге это и влияет на ваши планы на более долгий период, ну и приносит еще вашу как и известность, так и финансовый успех. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю за ваши добрые и искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.